Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Бегун Замир услышал странный шум лесу. Затем он обнаружил черную кучу, осознал, нечто ужасное они привыкли встречать. Обитатели дикой природы в такому они не были готовы. Эшли Блэк и ее партнера по тренировкам Джорджу Аскотт вышли за обычную пробежку в лесу в штате Теннесси, Соединенных Штатов Америки. Они и предположить не могли, что этот день будет сильно отличаться от тех, к которым они привыкли. К концу и пробежки Эшли Джон спасли 5 жизней, брошенных в лесу. Это произошло на прошлой неделе, когда Эшли Джон совершали пробежку в национальном парке Фроузен Хит, штат Теннесси, на полпути до финишной точки. В середине леса и внимание привлек слабый шум где-то поблизости от беговой дорожки. Слышался подозрительный шорох. Естественно, Эшли Джон решили остановиться и узнать, в чем дело. Наше внимание привлек слабое шуршание, рассказывает Блэк в интервью в лесу. Часто можно услышать здешних обитателей, чего мы ожидали, но когда мы вернулись, увидели эту черную кучку. Когда я, Эшли и Джош осторожно подошли к месту, откуда доносился шорох, они увидели непонятную черную кучу. Он затем поняли, что это было. Там было 5 щенков, сбившиеся вместе, сказала Блейк. Температура в тот день близилась к нулю, и они пытались таким образом не замерзнуть, совершая пробежку. В лесу мы привыкли встречать обитатели дикой природы. У щенков Моника натурами встречали пары, незамедлительно вызвала помощь. Пока HK и Джош ждали подмогу, они утешали щенков и изо всех сил старая защищать их от холода. Они были напуганы и постоянно скулили, рассказывает Блэк, и только когда они поняли, что мы хотим причинить им вреда и что мы теплые, малыши очень успокаиваться. К счастью, щенки нашлись героев, которые и спасли жизнь. В конце концов на помощь пришел смотритель парка, и вскоре стало очевидно, что щенки оказались случайно. Беговая дорожка в лесу проходит недалеко от того места, где были найдены щенки. К сожалению, такие места часто используют люди, которые хотят избавиться от ненужных домашних животных и сбросили без еды и воды одеяло и матери. Продолжает Блэк. Рейнджер парка сказал, что это не в первый раз, когда в лесу находят брошенных щенков. Рейджи от Нилсон Колосу машину, и теперь они были в надежных руках благодаря Эшли и Джордж его, которые решили проверить странный шум. В лесу без нищенки скорее бы всего погибли от голода или холода, не в состоянии и чем себе помочь после спасения малышей. Эшли и Джош продолжили свою пробежку, зная, что теперь о них позаботятся. Но ночь смотрите на парк оставили щенков в своем доме ASHD. Он отвез их в организацию по защите животных вскоре, и что и Джордж решили навести щенков, после чего мужчина забрал одного свой дом. Теперь Баркли, так назвали малыша, обрел свой дом, любовь, а главную заботу. Однако и братья и сестры продолжают искать свои новые семьи. 4 оставшихся щенков скоро можно будет забрать из рук. В Теннесси я искренне надеюсь, что Баркли и ему братья и сестры проживут долгую, счастливую жизнь, которой они заслуживают. Благодаря Эшли дешево и смотрителю парка, они получили свой второй шанс на жизнь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.